22 июня на календаре. С вами Руслан Левиев с очередными итогами за неделю. Итак, продолжаются, скажем так, большие обсуждения вокруг перспектив Сумского направления для России. Мне часто продолжают спрашивать, сможет ли российская армия дойти до областного центра. Какая там ситуация сейчас? Плюс Путин, как всегда, навыдавал заявлений на Петербургском экономическом форуме. Про то, что у России нет задачи захватить Сумы, но он такого не исключает. Про то, что где ступала нога российского солдата, то наш. И так далее. За последнюю неделю российские войска продвинулись в районе села Юнаковка, а также захватили село Новониколаевка. Я думаю, еще на километров 4-5 вглубь российские войска еще смогут продвинуться, дойдя через несколько недель до поселка Хотень и села Писаревка. Но вот дальше уже все. Почему я так думаю, я объясню на примере дронов, как ни странно. В последнее время, особенно в контексте Сумской области, я часто встречаю разговоры о том, что Россия испытывает дроны на оптоволокне с катушкой на 50 километров. И якобы это позволит полностью перерезать украинскую логистику на таком расстоянии. Я не думаю, что это возможно. Логистика ведь, как правило, осуществляется не по одной единственной дороге, и не через одни единственные ворота. Чтобы перерезать логистику в 50 километрах от линии фронта, нужно контролировать все дороги, все пути на таком расстоянии во все стороны от передовой. Курский плацдарм во многом был зачищен именно благодаря огневому контролю путей снабжения украинской армии. Сначала этот эффект начал проявляться, когда российские подразделения операторов-беспилотников вышли на границу в районе Журавки. От этой точки до дорог было километров 15. Намного сильнее эффект стал проявляться, когда они вышли на границу в районе Свердликова. Вот там до дорог логистики было уже километров 7-10. И причина тут не только в дальности как таковой. Просто насытить воздушное пространство беспилотниками на максимальную глубину 7-10 километров намного проще, чем на глубину километров 15. Во втором случае, для такого оживления на логистику вам потребуется во много раз больше беспилотников и, соответственно, операторов. А теперь представьте задачу, что вам нужно поставить под плотный огневой контроль все возможные пути снабжения, которые находятся в 50 километрах от передовой. Вам потребуется просто астрономическое количество дронов и их операторов. Более того, расстояние также влияет на массу боеприпаса, который несет дрон. Чем тяжелее катушка с оптоволоконным проводом, тем легче будет боеприпас, потому что надо чем-то жертвовать. Также меньше будет и возможности найти цель в 50 километрах от линии фронта, потому что у вас будет оставаться меньше заряда аккумулятора и будет намного меньше времени на поиск цели. И все то же самое в целом с продвижениями по земле. Чтобы продвинуться вглубь километров на 10, вам нужны одни силы, а километров на 30, это такое расстояние от границы до областного центра, совершенно другие силы. Нельзя одними и теми же силами выполнять абсолютно разные по масштабу задачи. И контролировать оккупированную территорию вдоль границы глубиной километров 10 я вижу, где они могут взять такие силы. А вот километров на 30 уже не представляю. И, кстати, по той же причине мы внутри команды давно говорим, что Украине в условиях дефицита техники, боеприпасов и особенно людей нужно стремиться сокращать линию фронта, а не наоборот растягивать ее. Поэтому чисто с военной точки зрения мы считаем идеи повторного захода в Курскую область, в районе Теткина, Белгородскую область, в районе Демидовки и Поповки, вредными. Тем более, что практика показала, что такие плацдармы не удается использовать в переговорном процессе, а также не позволяют быстрее истощать российскую армию. Вспоминаем по счету потерь техники на Курском и Сумском направлении из прошлой сводки. Харьковская область, Кубинское направление. Порядка 2 недель назад появились первые записи российских военных из села Кондрашовка. При этом Минобороны России заявила о захвате Кондрашовки еще где-то месяц назад. Комментируя то видео 2-недельной давности, такие украинские проекты, как Deep State, писали, что российским штурмовикам удалось проникнуть в село, но не удалось наладить надежные пути сообщения с основной оккупированной частью. Поэтому на картах Deep State там рисовали такой анклав оккупации. В новых появившихся видео из Кондрашовки, честно говоря, это уже больше не похоже на анклав. Видно, как все новые и новые штурмовые группы российских солдат заезжают в село. Также Минобороны России уже давно заявляла захват села Радьковка. А вот в конце недели заявили захват села Московка, которое на картах Deep State обозначено как мирное. Это село находится на окраинах города Купянска. Сейчас ни одного подтверждения ни по Радьковке, ни по Московке мирному не опубликовано. Из-за чего даже многие Z-блогеры считают, что это не более чем очередное заявление в кредит. Возможно, каким-то военным нужно было как-то порадовать Путина, тем более к Петербургскому экономическому форуму. Вот и решили сильно заранее заявить. На Торецком направлении на этой неделе мы увидели то, что довольно редко можно увидеть в современной войне. Атака колонны бронетехники из примерно 15 единиц. Это не то, чтобы нас прям как-то сильно удивляет. Я уже говорил, что несмотря на дефицит бронетехники, подобные случаи мы все равно будем иногда видеть.
Атака была по направлению село Яблоновка. А вот что действительно удивило нас, так это то, как вела себя эта колонна. Они поехали по дороге в сторону противотанкового рва и уперлись в него. Удивительно то, что вы не могли посмотреть спутниковые снимки перед выходом на задачу. Вы могли узнать у дроноводов, где какие маршруты есть. Этот ров и эти бетонные пирамидки там давно, ей-богу, словно ехали и случайно заблудились. В итоге, не имея возможности преодолеть противотанковый ров, они начали скапливаться около него. И, конечно, тут же по ним начали бить беспилотники и минометы. Одна бронемашина вообще рыбкой нырнула в этот ров. Другая тупо наехала на бетонные пирамидки и застряла. Короче, понабрали по объявлению мехводов и разведчиков. В целом, отмечу, противотанковые рвы, особенно еще с колючей проволокой и бетонными пирамидками перед ними, показали себя достаточно надежным и мощным защитным сооружением. Уж на что-что, а вот на это беспилотники никак не повлияли. Но отдельно отмечу, что в соседнем Александра Калинова мы видим все больше боевых действий, и само село уже как минимум в серой зоне. И оно может быть захвачено в ближайшие дни. Я понимаю, насколько избитой является фраза «отступление на более выгодные, заранее подготовленные позиции». Но подходит необходимость именно такого момента. По мнению нашей команды, одна из главных ошибок украинского военного командования, которая повторяется снова и снова, это тактика удержания каждого метра земли до конца, любой ценой. Про это уже написано огромные полотна текстов самими украинскими солдатами. В контексте боев за Бахмут, Авдеевку, Угледар и многие другие населенные пункты. Я понимаю эмоции, которые горят в комментариях при таких новостях о покидании очередного населенного пункта. И я явно не тот человек, который должен или имеет право давать какие-то рекомендации украинскому руководству. Но им нужно научиться не во всем идти на поводу у эмоциональной части общества. Я сужу на основании своей 11-летней работы по изучению войн и могу сказать, что в таких ситуациях вы в конечном итоге ведь все равно отступаете. Но из-за того, что существуют приказы стоять до конца, подразделения несут еще больше потери. И отступая, они не имеют сил закрепиться даже на новых позициях. И в итоге их откидывают еще дальше. По нашему мнению, уже сейчас надо отходить за Глебово-Быховское водохранилище и окапываться там. Территорию южнее водохранилища уже точно не получится удержать. И уж лучше более полными силами отступить на те позиции, на которые в любом случае в какой-то момент придется отступить. Можете не слушать нас. Послушайте, что об этом говорят и пишут многие украинские военные. Я вам чуть ранее рассказывал про очередное заявление в кредит в контексте районов Купинска. А вот на восточном фланге Покровского направления произошла обратная ситуация. Касается она села Малиновка. Еще месяц назад были видеозаписи так называемых флаговтыков российских военных даже на западной окраине села. Но вот только сейчас Минобороны России заявила о захвате села. Такой разнобой в заявлениях происходит регулярно. Чаще всего обсуждают заявления в кредит, когда заявляем захват населенного пункта раньше времени. Но бывают заявления синхронизированы по времени с реальным захватом. А бывают и такие вот опаздывающие на продолжительный срок. Почему такое происходит, остается только гадать. Возможно, какие-то заявления специально придерживают на время, чтобы в случае чего не создавать пауз, и всегда можно было бы выдать из запасов какую-то очередную победу. Чуть севернее Малиновки находится село Шевченко-1. Его российские войска также захватили под конец недели. На юге Донецкой области продолжаются бои за село Новоукраинка. Вы можете вспомнить его по неделе заявления российской стороны о боях в Днепропетровской области. Оно находится на границе двух областей, в стороне Донецкой области. Кстати, в конце недели мы наконец-то опубликовали наш монументальный труд, над которым работали мы много месяцев. Это большое исследование о российских возможностях по производству новых танков. Мы на эту работу угрохали просто невероятное количество сил и привлекли к вычетке текста нескольких сторонних военных экспертов. И, честно говоря, я горжусь результатом. Для неспециализированной аудитории текст, наверное, будет читаться тяжеловато, потому что он изобилует разными техническими деталями, цифрами и терминами. Но вот в профессиональной среде, как я вижу, он уже зашел на ура. Его можно прямо в таком виде подавать в печать в какую-нибудь специализированную литературу военных учебных заведений. Я не буду его весь пересказывать, потому что он сильно огромный, но сразу отвечу на главный, интересующий всех вопрос. За последний год каких только оценок производства России новых танков я не встречал. Начиная от 25-30 танков в год до 1500 за квартал. Итог нашего исследования – это примерно 250-300 новых танков в год. Подчеркну, что речь идет именно о новых танках, произведенных с нуля. Это не восстановленные из баз хранения, не отремонтированные после боя, а именно созданные с нуля. Цифры производства танков часто оперируют, когда нужно представить какие-то выводы о возможностях российской армии продолжать эту войну такое-то время. Или когда надо показать,
через какое время после заморозки текущей войны армия России восстановит свои способности и будет готова к условному нападению на НАТО. В этом же материале мы отвечаем на популярные сформировавшиеся стереотипы. Например, о том, что танки в современной войне устарели и совершенно не нужны. Это неправда. Танки по-прежнему используются и нужны. При этом во многом общественное мнение искажено так называемым черри-пикингом, который проявляется в том, что в интернете публикуют только самые удачные и самые красочные видео атак беспилотников на танки, а все остальное остается неопубликованным. Наш текст был готов достаточно давно, поэтому я долго удерживался, чтобы максимально не спойлерить отдельные моменты из него. Например, наш ответ на вопрос о том, как российская армия собирается продолжать текущую войну, если бронетехника кончается. Ведь в прошлые года Россия могла в год запросто потерять по 1500 танков. И это было возможно благодаря огромным советским запасам, которые теперь подходят к концу. И в итоге останется только производство новых танков, а их в 5 раз меньше прошлых годовых потерь, то есть штук 300 в год. На самом деле, ответ мы наблюдаем последние несколько месяцев. Российская армия сменила тактику и перешла от тактики атак бронетанковыми колоннами к пехотным штурмам на легкобронированной или небронированной гражданской технике. В условиях, когда вы каждый месяц набираете по 30 тысяч человек в месяц, в условиях абсолютно полицейского, авторитарного государства, когда выдавлены все независимые СМИ, подавляется инакомыслие, вы можете позволить себе терять больше людей, чем прежде, ради поддержания плюс-минус тех же темпов по войне. Кстати, отсюда и возникает популярное среди блогеров мнение, мол, пехотные штурмовые атаки существуют потому, что жизнь человека дешевле стоимости танка. И якобы поэтому танки берегут, а людей спокойно расходуют. Жизнь российского солдата действительно не особо ценится. Но главная причина все же не в этом. Если бы не было бы таких проблем с производством и запасами, если была бы возможность продолжать поставлять на фронт по 1500 танков в год, то пехотных штурмов было бы меньше. Подводя итог, исчерпание запасов танков не приведет к обязательной заморозке войны, потому что остается достаточно высокий темп набора людей. А вот когда он иссякнет, вот это я уже сказать не могу. Наше влияние таких вот независимых источников, признаемся честно, ослабевает. Во многом потому, что люди банально устали от войны. Поэтому и информация о реальной обстановке на фронте становится менее востребованной, получает меньше распространения. Отсюда и результат, что даже 2,5 года спустя после принятия указа о мобилизации по-прежнему попадаются люди, которые искренне верят в краткосрочность подписанного контракта. Попадаются люди, которые где-то наслушались про последний рывок российской армии и думают, что они могут по-хитрому заскочить в последний вагон и срубить неплохие миллионы. То есть подписать контракт, получить премию в несколько миллионов рублей, а там уже и война закончится. Главное – выжить эти несколько месяцев. Свыше 3,5 десятков регионов России платят за подписание контракта больше 2 миллионов рублей. Для многих регионов это просто безумные деньги, сравнимые с какой-нибудь ипотекой, на которую обычно надо работать лет по 20. Я не считаю, что российская армия готовится к каким-то летним, осенним, зимним, каким угодно масштабным наступлениям. Я не считаю, что российская армия где-то откладывает производимую бронетехнику для таких будущих атак, каких-то прорывов с бронетанковыми клиньями. По моему мнению, расчет российской армии идет на постоянное давление. Вот как война идет сейчас, как она шла весной, то так же будет продолжаться и осенью, и зимой, и в следующем году, и так до бесконечности, пока украинская армия не сломится, пока не рухнет фронт. Поэтому я так каждый раз отвечал, когда журналисты спрашивали меня, что а вот российская армия готовит масштабное летнее наступление, а началось ли летнее наступление России и так далее. Ничего не началось, ничего не готовят. Война как шла весной, так и продолжается сейчас, летом. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через 7 дней. Пока.